Всем доброй ночи. И вот, наконец, мы с вами все вместе дождались предсказания 2025. Скажу для новых зрителей, которые увидят обычно больше людей, приходят на канал или просто смотрят первый раз, кто ищет предсказаний и кто меня не знает. Я советую вам вначале изучить канал, потом задавать свои вопросы. Вообще под роликами вопросы задавать не следует. У меня нет времени и желания, и смысла не вижу ходить под роликами и отвечать. Я отвечаю своими работами и лекциями. Вы услышите закадровое фырканье. Это у меня нервный тик. Он то усиливается, то уменьшается. Это у всех людей, у которых интеллектуальный труд и нервный тик, он не лечится. Это хронические вещи. Поэтому, если вам неприятно, можете перелистать, выключить и пройти на другие каналы. Но никому не позволю хамовато здесь изгаляться и писать гадости. Это вы знаете. Далее. Чем дальше и чем больше я нахожусь в соцсетях, тем меньше желания каждый год дарить предсказания. Поскольку мои предсказания сбываются всегда до мелких подробностей. Поэтому я говорю так уверенно, потому что это мне дано. Это не мое, это мне дали. Через меня говорят те силы, которые говорят с человечеством. Если бы это было лично мое, то можно было бы сказать, что я кичусь этим. Нет, я просто привыкла, я знаю, что мне дано, и не только я знаю. И вот всякие предсказатели и могу и всех мастей обязательно берут мои предсказания, немного переделывают и выдают за свои. Выдают за свои во всяких передачах и прочее. Весьма мало приятного это все лицезреть, поскольку чем дальше, тем больше энергии требуется для того, чтобы дать людям то, что я даю. Мы не молодеем, и больше усилий нужно для этого. И видеть, как нагло, беспардонно всякие бездарности и ничтожества берут такой труд, выстраданный тобой, и просто выдают за свои знания, очень неприятно. У меня даже были желания в этом году вообще ничего не снять и посмотреть, что они скажут. И чтобы люди убедились. Знаете, когда людей приучаешь к хорошему, они разницу начинают не видеть. А вот если бы они увидели разницу между их так называемыми предсказаниями и моими, тогда было бы по-другому. Но я надеюсь, что все-таки увидят разницу и видят разницу адекватные люди. Друзья мои, последние дни – это первый, значит, это первая часть, это не конец, это общая характеристика года и кто хозяин года. И что нам ждать с вами? Модно очень пугать всех, конец света, все, конец, все рушится, разрушается, уничтожаемся, спасите. Вселенная справедлива, она дает человечеству ровно просто хорошего и плохого. Но в какую сторону человечество повернется, человек сам, что такое человечество? Это мы с вами, каждый из нас. В общем и целом составляем общество, человечество, мир, нации, народы. Вот куда нас больше тянет, куда мы больше повернем, туда и будет перевес. Теперь, я не хочу каждый год объяснять, как я определяю год. Мы с вами сейчас говорим
не про славянский календарь, который по славянскому календарю 2025 год это жалящая шершень, это оса. Мы с вами не говорим о восточном календаре, мы говорим о тайнописи, которое дано не каждому человеку, и это сохраняется, передается из поколения в поколение, таким образом вычисляется, что за год, кто будет хозяин года. И все те мифические существа, о которых мы с вами часто слышим, на самом деле реально существующие когда-то создания, которые потом, они не исчезли, они исчезли с наших глаз, и мы их не видим. Но очень часто мы можем услышать, увидеть, например, в Ютубе вполне реальные кадры, то есть люди, у которых не было никакой настройки, никакого желания что-либо там монтировать. Старые люди, канал у них про их собачку вообще ни о чем. То есть, не было у них склонности вот собрать лайки и так далее. Просто пожилая пара, которая прогуливается с собакой в Японии, снимает свою собаку на берегу моря, и вдруг виднеется нечто просто вдалеке, нечто такое крылатое, что такое непонятное, абстрактное, но крик, вот этот грозный, ужасный крик, который напоминает нам крики драконов. Это буквально, наверное, не пару секунд, но секунд 20-30 так снимается. Это все исчезает, как и пришло. И проанализировав, многие пришли к выводу, что вот те самые драконы и мифические существа, летучие змеи, о которых мы много слышали, считают это сказками. Но в каждой сказке доля сказки. Когда мы изучаем историю цивилизации, мы понимаем, что то самое темное царство, о котором было сказано, и тот Кощей, который крал Василису Прекрасную, на самом деле описание когда-то случившегося ядерного взрыва. Если вам интересно, можете открыть, посмотреть мою лекцию на канале «Как гибли цивилизации». Так вот, того самого ядерного взрыва, который имел место быть, и когда многие люди просто ушли в подземелье, чтобы спастись, и веками жили там. А поскольку у них уже происходил инцест, поскольку у них уже кровосмещение начиналось, все были свои, они начинали постепенно выходить в белый свет и красть оттуда женщин. И отсюда появились легенды о краже женщин, о темном царстве, о светлом царстве, которые есть во многих легендах и сказках у многих народов мира. Город близ Индии, там между Индией и Пакистаном, Мохенджо-Даро, в котором во время раскопок было видно, как жители этого города словно от чего-то спасались. То есть они застыли в одной позе, хватаясь за голову и закрывая глаза от какого-то ужасного взрыва и вспышки. Когда мы смотрим снимки до 2020 года, даже начало 2021 года, было запрещено снимать, значит, в пирамидах майя, снимать видео, фотосъемка была запрещена. И когда в конце концов каким-то образом тайком это все было заснято, и бог ацтеков, сейчас вспомню, ацтеков и майя Кецалькуатл, который изображается на жертвенном алтаре, и мы видим Кецалькуатл, это просто космонавт, это просто скафандр или одежда летчика, который схватился за руль, просто держит. Следовательно, делаем с вами вывод, что мы с вами не первая цивилизация, а по разным подсчетам уже 6-я. И что до нас были цивилизации покруче. И представьте себе, что несколько миллионов лет назад люди летали на самолетах, сидели в кафе, смотрели фильмы в кинотеатрах
И, быть может, эти цивилизации достигли более высоких успехов и развития, чем мы с вами. Учитывая тот факт, что, например, в древних чертежах, которые находили, значит, в Памире, находили в Персии, был изображен мотор самолета, мотор машины, парашюты и так далее. И этим всем свиткам по 8, 10, 11 тысяч лет. Так что, друзья мои, мы с вами не первая цивилизация и не последняя. И наша цивилизация потихоньку двигается к очень большой фильтрации. Я не буду вас пугать, потому что я вам хочу объяснить, что вот эти пугалки, они рассчитаны на то, что люди, знаете как, вот, если вы хотите спастись, вы хотите войти в новый мир, понять, как это все преодолеть, приходите, пройдите мои курсы, вот внизу ссылка, все будет хорошо, пробный вариант первый месяц, дальше уже платим и так далее. Как правило, это все делается для того, чтобы в конце сказать, а вот я вас спасу, я вам дам рецепт, который вам поможет преодолеть это все. Поскольку у меня таких целей нет, никогда не было, я вам просто хочу сказать, что мы с вами начинаем выкарабкиваться, выползать наверх. В 2020 году цикл времени, он упал вниз. Теперь мы начинаем подниматься. Окончательно мы с вами поднимемся в 2027 году. Вот 25 год начинается подъем. В Авесте, вообще, в Древнем Иране, годы, в которых присутствовало там 5, называли динарии, денежные годы. И мы с вами сейчас, я вам объясню, как и что. Если вы заметили, последние годы часто приходит к нам, значит, змеиное братство, да, драконья кровь, змеи, рептилоиды, как вы любите говорить. Но рептилоиды, про рептилоиды это все фигня на постном масле, чтобы вас отвлечь в сторону. Наоборот, драконоборцы, либо драконорожденные, так называли людей, особенных детьми драконов, которые остались на этой земле, приняв облик человеческий, продолжили свой род среди людей, принося людям знания. Например, на Востоке жрецов всегда называли драконородные. То есть они не обычная кровь, они кровь дракона, великого змея, вишапа, крылатого змея, как хотите. И это не звучало как проклятие, как нарицание, как сейчас. И для того, чтобы отвести от себя подозрения и скинуть как раз на таких драконородных, начали вот эту вот пропаганду рептилоидов пускать. Рептилоиды, они там какие-то другие. На самом деле мы все с вами другие. Каждый из нас приходит в этот мир, и у кого-то душа человека, у кого-то душа упыря, у кого-то душа, знаете, вурдалака, у кого-то душа очень темных сфер, у кого-то душа из врат зла, царство зла, то есть это вот тот самый ад, воронка, черная воронка во Вселенной, о котором мы с вами и слышали не раз. Нет одинаковых людей, это мы подобны людям. Мы приходим как человеки, руки, ноги, глаза и так далее, вроде бы все одинакового строения, естественно, плюс-минус разницы, но наши все органы, они, в принципе, 99% у всех одинакового типа. Хотя есть и зеркальные, да, знаете, такое, когда все расположено в обратной стороне. Есть люди, у которых несколько органов внутри. Обычно так бывает, когда близнецы рождаются, у одного, например, одна почка, у второго 3. Или близнец погибает, отдавая свои органы своему близнецу, и не близнецу, неправильно. И близнецы, и двойняшки, такое бывает, да. Так вот, начнем. 2025 год – это год подъема из бездны. Это год фильтрации.
это не тот год, когда можно надеяться на авось. Не вздумайте надеяться на то, что какое-то дело само собой в этой жизни будет решаться. Змея, она пока ползет, 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 она живет. Ползет, охотится, замирает, ждет, делает резкий бросок, потом опять. Но у нас с вами опять же совпадает по той самой тайнописи года, но совпадает отчасти с восточным гороскопом. У нас с вами год Василиска, царственного змея. В славянской мифологии Василиск изображается полупетух, полузмея. Почему? Считается, что это, значит, выношенное, это выненченное, спасенное петухом яйцо, которое он отобрал у жабы. Жабы, которая где-то украла это яйцо, и петух, значит, выходил этого моллюска, этого маленького, непонятного этого существа, и родившийся змей стал похож на своего приемного отца. Иногда появляется полупетухом, полузмеей. Но, например, в греческих сказаниях, да, Василиск, это греческое название, кстати, это не славянское, оно пришло с греческой мифологии к нам. В греческой мифологии это огромный змей, это земной змей, то есть земной имеется в виду, он живет в этих земных катакомбах, в пещерах, поджидая своего времени, а потом выползает оттуда, забирает жертву и уходит назад. Если мы с вами вспомним, согласно мифологии, что отдавали змеям, этим летучим змеям, которые, например, закрывали воду для городов или угрожали городам, жертвовали молодых девушек. Вот в этом году очень много нападений маньяков на молодых девушек. Будьте очень осторожны, дочь свою провожайте от сих до сих. Еще раз говорю, не надейтесь на авось. Этот год очень не любят людей, которые будут надеяться на авось или на удачу, или на что-то еще. В этом году нет никакого авось. В этом году сделаешь – получишь, не сделаешь – не получишь. То есть авось не будет. Этот год смерти многих молодых девушек, насильственной смерти. Будьте очень осторожны. Это раз. Далее. Что такое Василиск? От слова Василевс – царь. Царек, царь зверей. В армянской мифологии Василиск предстает как великий змей, змей-царь, король. Но если так перевести, аркаоц, который бережет сокровища. И змей, царь змей, он, если дружит с человеком, со временем начинает приносить ему золото. Поэтому это год золота, в основном золото. В моду войдет золото. Даже на сцену будут выходить в золоте, что, в принципе, считается дурным тоном. Потому что на сцену должны выходить не в настоящих украшениях. Это как бы древняя традиция, закон сцены. На сцене должны быть всегда бижутерия, должно быть не настоящее украшение, потому что настоящие украшения считаются дурным тоном. Но этот дурной тон в этом году будет очень моден. Смотрите, если мы говорим о нумерологии. Прошлый год был год кармы. Было сказано, каждый получит, прошлый выходит, сколько, 3 дня осталось. Каждый получит то, что заслужил. Вот в этом году, в 2024, каждый получил то, что заслужил. Получил он открыто, если он был общественный человек, все это узнали. Получил он закрыто в своей жизни. Получил он какие-то мучения. Но он очистил. Вот слово карма, хочу, чтобы вы понимали, это не касаемо абсурдных восточных сказок о перерождении и всего там колеса сансары и прочее. Карма, карающая матерь, Фемида, Юстиция, та самая матерь справедливость, которая
всемирная, да, Матерь Справедливость, которая каждому дают по заслугам. Если в этом году у вас были трудные времена, значит, вы за что-то заплатили, даже если вы были не виноваты, но вы помогли человеку, который должен был пройти свою дорогу, а зачастую мы лезем не в свое дело, мы лезем, помогаем человеку, который должен быть наказан. Мы за него заступаемся, просим, мы его жалеем, и в итоге получаем по лицу сами. Судьба говорит, ты не хочешь, чтобы он заплатил? Хорошо, прекрасно, я его помилую, но плати ты за него тогда. Если вы в этом году получили, значит, вы это заслуживали. Муж вас обидел, издевался, развелись, так вам и надо. Почему? Потому что когда у вашего мужа не было сил, не было денег, не было жизни, все разрушилось, вы что сделали? Взяли его под крыло, дали ему все. Вы помогли подонку. Будьте любезны, теперь получайте от этого подонка. И запомните, в нашей жизни нам всегда причиняют боль именно те люди, которых мы просто не то, что помогли, а спасли просто, спасли от погибели. И чаще всего эти люди нам мстят. Вы когда-нибудь видели, чтобы собака, которую спасли от погибели, мстила человеку за это добро? Нет. Лижет руки, обожает, любит, верно служит. А вот человек нет. Человек должен мстить. Почему? Потому что ты помнишь его слабое время. И ты будешь всегда напоминанием о его слабом времени. Он будет пытаться от тебя избавиться любыми способами, чтобы не помнить, что он тебе должен. Пошли дальше. 9 по нумерологии. Значит, прошлый год был 8. Это бесконечность и время расплаты. 9. Завершение и начало чего-то нового. Если 9 переворачиваем в другую сторону, получается 6. Цифра денег. Денег, смотрите, 5 в числе – это динарий, денежное, а 6 – это темная, то есть сила темной власти и темного богатства. То есть 666 вам о чем-то должно говорить, цифра 6. Деньги, но эти деньги любят расчет, любят тишину. И в этом, то есть, буду говорить в этом году, в 2025 году, они будут приходить. Они будут приходить легко и много. Но вы не должны расслабляться. Если вы расслабитесь, опять же, понадейтесь на авось, что вот приходит, и хорошо, можно расслабиться, вроде особо не работать, и так они идут, что тут буду переживать. Они резко остановятся, как змея замирает, встанет все. Поэтому не надейтесь. Порадовались и хорошо, не рассказывайте много о своих достижениях в этом году, даже близким людям. Опять может это все замереть. Значит, царь-змей, Василиск, он способен своим взглядом обратить в камень. И, кстати говоря, это все пришло из греческой мифологии касаемо медузы Горгоны. Да? Мы сейчас о ней тоже поговорим. Видите, какие здесь летают шонги. Удивительно задержалась, да, несколько секунд. Ну ладно. Хотя змей не любит огонь, но мы не забываем, что мы с вами говорим о необычном змее, о короле змей, о царе змей, о Василиске, царьке змей. И Василиск иногда источает огонь. Василиск у нас рожден, то есть это семя аспида, хотя он выращен петухом в некоторых поверьях и боится только петуха и голоса петуха и крика петуха. Некоторые охотники в древние времена с собой в лес брали петуха. Делали клетку, с собой забирали петуха. Потому что считалось, что в этих лесах обитает тот самый Василиск, который может принять обличие любого человека, заманить, запугать. И как только он увидит петуха, он испугается. Это единственный, кого он боится. И, собственно, он скинет свое обличие и убежит. Смотрите, что такое петух? Это пробудитель. Он пробуждает светлые силы.
Ну, вообще во Вселенной нет вот светлого и темного. Если честно, это условное разделение. Вселенная делится на темные силы и очень темные силы. Это злые силы. Злые и темные. Темные, которые больше делают положительного, они называются добром. Темные, которые больше делают отрицательного, они считаются злом. Вот и все. То есть нету во Вселенной прям той самой светлой силы, о котором сказано. Это миф, это бред, это выдумки, и это так, для средних умов. Но он призывает те самые силы пробуждения, силы, то есть дня, силы утра. И что это означает? Что если вы хотите в этом году бороться со своими врагами, вы должны это делать открыто, но имея змеиную мудрость. Замирайте, подождите, когда они совершат ошибку. В борьбе с врагами в этом году спешить не стоит. Замрите и ждите, как ждет змея, пока вот эта мышь начнет спокойненько проходить. И как только он приближается к змее настолько, что достаточно одного броска, вы будете бросаться и хватать. И вот тогда победа будет за вами. Начнется год Василиска 9 января. Далее. Покровительствуют то есть 2 бога и 1 титанида. И поэтому у нас будет все время противостояние. Вы сами поймете, кто из них будет в какой момент восходить на Олимп. Боги и титаны, это описывается в греческой титаномахии, то есть война богов и титанов. Хочу вам сказать, что титаномахия или борьба 2 сил во Вселенной, она не случайна. Было время, когда действительно во Вселенной еще на нашей Земле не было человечества, во Вселенной проходили вот эти все ужасные противостояния энергии. И вам скажут ученые, что из этих энергий противостояний, из этих столкновений звезд рождались новые звезды, значит, получались кометы, разбрасывался космический мусор по сторонам, потому что сталкивались постоянно эти мощные, огромные титанические энергии. И когда эта борьба наконец-то была завершена, вот и образовался Млечный Путь, вот и образовались хвостатые кометы и прочее, вот это вот время. И это время в нашем понимании боги нам диктуют и говорят, и описывают человечество так, как он может это понять. В греческой, значит, мифологии титаномахия, в армянской мифологии война людей и вишапов, то есть вот тех самых драконов, которые между собой воевали, вели войны тысячелетиями, а потом смирились, а потом драконы начали приходить жить среди людей. В кельтской мифологии война богов с фаворами, демонами, которых они загнали в глубины моря. Эта борьба, эта титаномахия продолжается всегда. В Библии это описывается война Бога с сатаной и с его ангелами, да, которых они скинули вниз после противоборства. Видите, везде есть это противоборство, и никак никуда не деться от этого. И вот наш год приходит Арес, бог войны, Марс. Почему я называю именно греческих богов? Не потому, что только греческие боги господствуют в эти годы, потому что это более близко нам, нашей цивилизации, более понятно. Я могу вам, конечно, сказать, что это Шанго Карифур, но вы это не поймете. Шанго – это африканский бог войны. Могу вам сказать, что это Вааган в армянской мифологии, предположим. Но опять же, вы не поймете, о чем речь. Ну, поймут мои зрители, которые давно здесь, но не все. Так вот, я вам говорю, это, значит, будет покровительствовать этому году Арес. Это война. Вы будете вести войну за себя, за свою жизнь, за свою семью. Войны будут по всему миру, более ожесточенные, чем были. Это помните. Значит, всем кажется, что высокосный год забирает много жизней.
Я вас разочарую. Поствысокосный год забирает еще больше жизни, в 3 раза больше. Поэтому в этом году огромное количество жизней уйдет. В 2020 году началось и закончится в 2027. Сейчас будет пик. В 2025 будет пик. Потом уйдет на убыль. Меньше, меньше, меньше. Почему? Идет большая фильтрация. Наряду с виноватыми душами, виновными душами уходят и невиновные души. Столкновение тех богов и титанов начинается еще более ожесточеннее в 2025 году. 2025 год. Время катастроф. Год Земли. Земля, змея ползет, вот эти выползные змеи, значит, будут рушатся целые просто селения, смываются в океан, смываются в реки. Это год гула земли. Земля будет гудеть, кричать. Земля устала от крови. Мы отдали огромное количество молодых тел земле. Земля протестует, она не хочет принимать столько молодых жизней. Очень много собралось душ, которые ушли не своей смертью. Пытки, убийства, страшная смерть, войны. В основном молодые души, которые должны были продолжать род человечества и свой, естественно. Протестуют, они не хотят уйти из земли. После каждых таких войн десятки лет это все постепенно уходит на убыль. Сейчас они вокруг нас, их очень много. Поэтому, когда вы в темноте дома включаете камеру, видеокамеру, видите эти летающие шонги, то есть не удивляйтесь, их огромное количество, и старые, и новые, и война пробуждает древние силы, пробуждает уже ушедших. Он опять поднимает, это же энергия, это огромная энергия, понимаете, это тряска такая, что поднимается из недр земли, поднимается отовсюду эти все усопшие души, поднимаются, снова начинают выходить. Потом мы пробуждаем. Знаете, на Кавказе говорили, что каждая война пробуждает много джиннов. Считалось, что вот эти все боевые действия, эти взрывы и так далее, они изгоняют из своих логов темных духов, а они живут, у них есть свои места обитания, и они начинают мстить людям за то, что те нарушили их покой. Начинается рождение больных детей. В доме начинаются беспорядки. Они начинают, трясти земную ось, как они говорят, начинают, беспокоить землю. А земля в понятии народов – это не просто кусок земли, знаете, так, метры, несколько метров. Это земля, которая пропитана кровью, в которой предки обитали. То есть ты связан с этой землей. Хочу вам сказать, что 2025 год, вообще вот 2020 по 2024 годы были очень-очень удачливые для кочевых народов. Они очень многого добились, они новые территории взяли. Они новые жизни забрали, они очень многого добились, они усилились. Но 2025 год – начало оседлого народа и конец эры кочевых народов. Теперь наступает время их расплаты. И поэтому отдельно мы будем снимать. Я про каждую страну, про Европу, Россию, про Азию, про Восток, про Кавказ, Америку и так далее. Я буду снимать постепенно, рассказывая поэтапно, что с каждой страной будет происходить. Но пока что я говорю вам общую характеристику года, и для того, чтобы вы были готовы к этому и понимали, что и как делать. Когда некоторые говорят, а зачем знать это все равно случится. Зачем люди идут на УЗИ, когда хотят узнать, какая у них болезнь? Когда они узнают о своей болезни, начинают пить таблетки, эта болезнь отступает. По вашей логике, тогда пусть все люди, зачем они знают, зачем они лечатся, пусть они лягут и ждут смерти. Они узнают для того, чтобы знать, к чему быть готовыми. Вот для этого. Итак, бог Арес, Марс. Марс, он будет очень активен, значит, войны не прекратятся, они будут усиливаться.
Второе, Юпитер, сила, воля, верховный бог, Зевс. У африканских народов, скажем, зомби. Да, вы не ослышались. Творец называется. Именно тех людей, которых колдовством или ядом, или каким-то образом подчиняли своей воле, он становился творцом того человека, который подчинил, их называли зомби. То есть тот, который... Творение, да. А бог-творец, зомби, верховный бог. По Авесте он Ахура Мазда, у армян Арамаст, у грузин Армази, у северокавказских народностей Делла. Ну, так можно до бесконечности продолжать. Тот самый верховный Юпитер. Когда приходит Юпитер, у вас начнется подъем сил. Вы это почувствуете. У вас прям все кипит, все горит, все получается, все замечательно, все по местам. У вас приходят идеи, вы не боитесь никого, вы можете спокойно за себя постоять. А потом приходит третья покровительница Медуза. Медуза была незаслуженно унижена, оскорблена богами. Когда ее силой взяли в храме Афины Паллады, и она пришла жаловаться и просить помощи. Афина, обозлившись на то, что, мол, ты в моем храме позволила себе такое, даже невзирая на то, что она этого не хотела, она превратила ее в змеи-деву. Потому что Медуза была титанидой, они не хотели помнить о власти титанов. Это их старшие братья, по сути. И Афина, хоть и богиня знаний, мудрости, волевая, но справедливости у нее особо-то и нет. И она превратила ее, да, в змеи-деву. Вследствие чего Медуза начала им мстить. Однако некоторые говорят, что Персей убил Титаниду Медузу, но мы знаем, что титаны, они бессмертны, их убить невозможно. Это значит, что Персей просто на время смог ее... То есть убить то тело, которое у нее было в это время. Но это не означает, что дух и душа этого божества убиты. Они существуют, они есть, и она никак не мертва, она очень живая. То есть, смотрите, Медуза. Медуза сама прошла это насилие, эту боль в жизни, поэтому она будет помогать тем, у кого была тяжелая судьба. Если у вас была тяжелая судьба, ну все сейчас скажут, что у меня тяжелая судьба, да, нет, ну это, да, вы так решили. Но она смотрит совсем по-другому. Люди, которые подвергались насилию, у которых была тяжелая судьба, в этом году, то есть в году 2025, ваш вопрос может окончательно решиться. И тот самый тиран, тот самый абьюзер, тот самый нелюдь может очень страшно получить. Так что в этом году все существа с тираническим уклоном характера, готовьте, что вы будете в этом году попадать в аварии, в тюрьмы, в больницы и прочее, прочее. И если, среди вас, в вашей среде есть подобный человек, то в скором времени вы об этом узнаете. И как только узнаете, вспомните мои слова. Как только, значит, выходит на Олимп Медуза и начинает господствовать свой отрезок года, сразу же начинается расправа с теми, кто в семье тиранит и детей, и жену, и прочее, прочее. Хотя я не считаю, что женщина, которая подвергает психику своих детей таким испытаниям и живет с такими недочеловеками, достойно вообще уважения как человек. Но в любом случае, такие женщины потом удивляются, почему на старости лет их дети плевали на них и не хотят их ни помнить, ни знать, ни приходить и ни звонить. Не удивляйтесь. Потому что дети не всегда остаются детьми, дети вырастают, создают свои семьи. И вспоминая, как мамаша радостно скакала перед нелюдем и ни разу не подумала защитить своих детей от него, считая, что так и нужно.
Пусть эта мамаша потом не удивляется, что когда ей будет нужна защита и помощь, ее дети на нее будут поливать и будут правы. Так вот, 3 знака. Это война. Вам придется повоевать за свое место в этой жизни. Юпитер, как только Юпитер появится на Олимпе, значит, у вас будут силы жизни преодолеть все. Юпитер, он как раз даст вам и власть, и деньги, и возможности. И Медуза, которая будет мстить за вас, если вас не заслуженно обижают. Она совершенно не озлобленный знак. Она озлоблена к людям наглым, беспардонным. Их время в этом году будет не самое лучшее, скажем так. Огонь. Огонь может в этом году быть агрессивен, может быть справедлив, может быть как очаг. Опять же, 3 варианта, 3 времени. Когда во время Ареса огонь может поглотить целые города, селения. Опять огонь. Если Юпитер властвует, значит, огонь в основном в целях таких добрых, то есть огонь не физический, а огонь внутренний, внутри людей. Это гореть на работе, это гореть, чтобы согревать других, это имеется в виду про внутренний огонь. И когда будет Медуза, огонь очага, это значит создание семей. Значит, 2025 год еще очень благоприятный, благополучный для строительства чего-то, для начинания чего-то и для женитьбы. Тайное станет явным. Огонь покажет. Все тайное станет явным. Вот этот мифический огонь раскроет лица очень многих людей и покажет их реальность, их реальное отношение к жизни и к своей работе, кто они есть на самом деле. Год учительства, год обучения, значит, год, когда будут послабления для тех людей, которых преследовали, и окончательное решение многих вопросов, к которым мы никак не подходим столько лет. Это, это касаемо России. Это мы отдельно, когда снимем, скажем. Пока что об этом углубленно не стоит говорить сейчас. У нас время ускорилось. То, что происходило раньше за 40, 50, за 100 лет в истории человечества, постепенно менялось, постепенно переходило с одного состояния на другое. Сейчас все происходит очень быстро. Если вы вспомните даже не очень древние времена, а молодость наших бабушек, дедушек, все было умеренно, размеренно, спокойно. Готовили девушку к браку, подготавливали там приданые, собирали, шили, раскладывали это все, чтобы потом отдать ей. Все шло очень спокойно, очень медленно и в свое время. С одного города на другой перебирались в течение нескольких дней. С одной страны в другую страну на каретах или на каких-то, на арбах или на других, на кораблях, предположим. Добирались в течение нескольких месяцев. И пока они добирались, пока это какой-то вопрос там рассматривался, нужно было подождать ответа. И так решались мировые задачи и судьбы народов. Время протекало умеренно. Сейчас то, что происходило за 50-60 лет, происходит за 2-3 года. Сейчас то, что люди решали в своей жизни несколько лет, происходит за несколько минут. И дело вовсе не в технологии, не в развитых каких-то уже индустриях,
возможностях, которые предоставляет нам 21 век. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что время само по себе ускорило бег. И все очень быстро рушится, очень быстро строится. Мы не успеваем перестраиваться. Мы подвергаемся стрессу. Если поднять каким-то чудом человека, который жил 100 лет назад, и заставить его жить нашей жизнью несколько лет, он сойдет с ума, он попадет в сумасшедший дом. Потому что для него это нереальный ритм, в котором мы с вами живем. Государства зарождались, государства побеждали или проигрывали. Это происходило в течение долгих десятков лет, а то и больше. Сейчас падение государств – дело 2-3 недель, иногда и быстрее. Сейчас от славы до позора дело нескольких лет. И в обратную сторону, от позора и до славы, от ничего и до всего, несколько дней или несколько лет. Оно ускоряется, и вместе с ним мы не успеваем понять, что происходит, мы не успеваем проверять свои чувства, свои желания. Мы точно так же с этим временем ускоряемся. И поэтому мы будем быстро терять, быстро приобретать. Вот ускорение времени начнет останавливаться, этот бег времени, в 2030 году. Пока что мы очень ускоренно и очень быстро мчимся вперед, и все знаки небесные и прочее проходят мимо нас очень быстро. Кстати, о небесных знаках. Будет очень много фотографий, очень много снимков, показывающих фигуры, которые будут образовываться на небе. И очень часто вы будете видеть фотографии, на которых огромные глаза или лицо. Лицо старика, который смотрит на нас. Вот это лицо старика или глаз. Глаз небесный, глаз Бога или глаз богов, или глаз вечности, как хотите. Этот глаз часто... Значит, у нас фигурирует в летописях, где люди описывают, что они видели этот глаз, который за ними наблюдал с небес. Про Василиска хочу вам сказать, что в Библии есть несколько описаний Василиска. Там изображается царь-змей. В одном, где он говорит о том, что будешь попирать льва и наступишь на Василиска. То есть не бойся, это человеку напутствие дается. В книге Еремия сказано, что Василиск летал над войсками. В книге Исаии описывается Василиск, такой крылатый змей с гребнем на голове, который с ужасным свистом пролетел мимо, значит, огромного города, оттеняя, закрывая город собой, своей тенью. Это значит, что он был огромный и большой. В летописи о сражениях Александра Македонского значит, в Индии описывается такой момент, когда его войска видят Василиска, который висит на стене одного из крепостей и пытается его оттуда спустить, но он, значит, с ужасным криком и свистом улетает с этого места. Кого они описывали, судить не берусь, но называют они его Василиском, царем змей. Значит, он был змей. Это, значит, некое подобие огромной змеи, которая в наше время уже, по крайней мере, открыто мы не встречаем, не видим. Хочу вам рассказать, что... То есть сказать, что очень много таких рассказов, особенно сельских рассказов, ну, наших бабушек, прабабушек, когда они видели огромных змей с каким-то блестящим чем-то на голове, и предполагали, что это, наверное, царь этих змей, местных змей. Змеи, они связь между духами и людьми. Змеи извиваются, змеи имеют доступ в тайны, они могут заползти во все
потаенные углы нашего мира, нашей планеты, дойти до мира мертвых и подняться. Поэтому змеи считались символом гибкости. Значит, гибкая политика начнет преобладать, и вам нужно включить свою дипломатичность и быть хитрее и где-то коварнее, чем обычно. Или вообще, если вы такими не были, значит, научитесь какой-то хитрости, хитроумию. Хитроумие это не означает, что человек лживый или там, скажем, подвержен, да, вранью. Хитроумие это дипломатичность та самая, это тайное знание, это предусмотреть шаги своих врагов на 10 шагов вперед. Замирайте, как змеи, а потом резко бросайтесь вперед и забирайте свое. Но не надейтесь в этом году на авось. В 2025 году многие будут, значит, в Междумирье находиться часто. Ну, многие часто услышите, что кто-то был между жизнью и смертью и вернулся. Этот год, когда вам приоткроет завесу мир мертвых. И многие из вас могут оказаться в этот момент между смертью. Даже ночью можете проснуться от того, что вам плохо, и полет души ощутить, понять, что душа существует, она вечна. Вам покажут вот это вот околосмертный опыт будет у многих. Вас вернут назад, но вы очень, очень по-другому начнете смотреть на мир. Хочу вам сказать, что от сотворения мира, то есть от начала той самой нашей цивилизации, которая существует от сотворения мира, у нас 7534 год. Да, если я не ошибаюсь, я думаю, что да. Очень интересный аспект и пища для размышления. Начнется противостояние между религиозной властью и светской властью. Религиозная власть будет стараться внедрять свои законы, будет пытаться лезть в управление государства, поскольку она привыкла испокон веков так делать. И очень часто из-за этого ссорились патриархи и духовные лидеры, там, папы римские, там, кого хотите, значит, католикосы и прочие. Духовные лидеры часто выходили и враждовали против правителей, потому что те не хотели подчиняться их воле и не допускали их до управления государством. Это приводило к очень большим конфликтам. Сейчас приведет точно так же. 2025 год – это начало конфликта между церковной и светской властью, и очень ожесточенного конфликта. Ну, про оползни, по-моему, я говорила, да. Они будут по местам и очень постоянные и часто. В некоторых местах может содрогнуться земля, могут быть землетрясения, но такие, знаете, не будут распространяться. Они так раз, как змея, бросок резкий, схватили свою жертву и надолго замерли. Те, которые считают, что они уже крепко стоят на ногах, значит, они могут спокойно там выдохнуть. То, что они уже создали, их карьера, их, то есть их заслуга за эти годы уже как бы дадут свои плоды. Вы ошибаетесь. Вы должны в этом году, как та змея, все время ползти вперед. Остановитесь, добычи не будет. Это год денежный, очень денежный. Но только для тех, у которых живой ум, которые все-таки будут все время в движении, постоянно. Год необычных и безумных идей. Вот безумные идеи, которые вам в голову придут, воплотите. С одной стороны шум и гам, крик, кровь, война, огонь. С другой стороны безумное богатство. Понимаете? Вот такой вот противоречивый год. Опасный,
и очень щедры на богатство, на дары, на помощь. Пока мир, с одной стороны, рушится, с другой стороны, человек может создать свою жизнь, абстрагируясь от всего этого мира. Он может быть под защитой этой силы. Так и будет происходить, если человек будет надеяться на эти силы, на себя и на свою работу, на свой живой ум. Запаситесь терпением, потому что непростой он год. Единственное, что он будет давать много материального для того, чтобы вы могли пережить эти трудности. Древний змей или ключник, так называли князя тьмы. Он, конечно, в этом году будет в роли серого кардинала, он не будет открыто выходить, открыто показывать себя, открыто господствовать в этом году, но знайте, что его незримое присутствие весь год будет. Это для тех людей, которые ищут знаний. Год учительства, уже было сказано. Когда люди хотят, ищут и получают знания. И вот тот самый ключник, хранитель древних тайн, он может постепенно, то есть время от времени, обращать внимание на определенных талантливых людей. Вы не думайте, что ключник дает только знания в магии. Нет. Вы хорошо рисуете, вы пишете картины. Вперед. Давайте в этом году побольше картин. Выставляйте, у вас сразу будет успех. Этот год обещает успех любому безумству, если это безумство сделано со вкусом, с душой, с желанием идти вперед. Любому безумству, безумным идеям. Хотите продавать какие-то крема собственного производства? Делайте, значит, берите патент на это все и вперед. Да, я сказала немного и не прояснила, кто такой Аспид. Это бог водоемов, хранитель воды. Он в основном обитает в водоемах, в болотах. Изредка его сила распространяется и на реки. Там немножко другая сила, там более сила такая текучая, идущая вперед воды. Но в любом случае водный дух, водный демон, как многие говорят, он есть отец того древнего змея Василиска, царя змей. И, следовательно, водная стихия в этом году будет целебная, сильная. Вода будет обретать определенные, значит, необычные свойства, свойства, которыми будет исцелять человека. Но, следовательно, в этом году она будет действовать как успокоительная. Да? Плохо принимайте душ, пейте побольше воды, начитывайте на воду, если у вас есть заговоры касаемо воды. В этом году вода будет очень много помогать. То есть она особенно сильная в этом году, потому что стихия изначально рептилии, изначально стихия двужизненных, их так называли, то есть это земноводные, но в древние времена были определенные слова, которыми обозначали таких двужизненные. То есть вода, земля, это значит еще, что в вашей душе будет происходить постоянная борьба. В этом году многие пересмотрят свою семейную жизнь. Многие пересмотрят жизнь с человеком без регистрации брака и зарегистрируют этот брак, поняв, что для них это лучший вариант. Если женщина не хочет замуж за мужчину и живет в гражданском браке, так называемом, хотя гражданский брак это все-таки ЗАГС, живут вместе, она, значит, боится. У нее еще пока есть внутренние страхи и никуда не спешит. Если мужчина не хочет категорически, значит, он всегда рассматривает лучший вариант. Поэтому он думает, может быть, и лучший вариант подвернется, зачем спешить. Поэтому подумайте, в вашей паре кто из вас не хочет
женщина или мужчина. Нежелание женщины вступать в брак нельзя оценивать как искание там другого мужчины. Это немного страх, это опыт, который подсказывает, что как только регистрируется брак, сразу начинаются совсем другие отношения и так далее. Внутренний страх, а может быть просто нежелание менять что-либо. Если мужчина не хочет, он всегда ищет лучший вариант, поэтому его нежелание вступать в брак, оно более опасно и более оскорбительно для женщины, которая с ним рядом, чтобы вы знали. Год язычника. Значит, год развития тех самых древних религий, которые, ну, скажем, в обществе не очень приняты и как-то не особо-то к ним хорошее отношение было. Ну, сейчас терпимое вроде бы пока еще, ну, а так не особо. Так вот, год язычника. Год, когда очень многие начнут возвращаться к своим корням, невзирая ни на что, ни на какую пропаганду, ни на какой страх, там, запугивание и прочее, прочее. Вы помните, как Персей побеждал Медузу Горгону, да? Не глядя ей в глаза, держал впереди зеркало, чтобы понять, где она находится. Так вот, держите это зеркало перед собой, не материальное, физическое, а духовное зеркало, отзеркаливание от себя. То есть понаблюдайте в это зеркало, что делает ваш враг. Будьте начеку. Смотрите всегда, зрите в корень. Не обманывайте себя ни в семейной жизни, ни с коллегами, ни с друзьями. Если вы видите хоть немного ощущение такое, что вам не дает покоя, что вам говорит о том, что ну, что-то здесь не то, что-то здесь лукавят перед вами, не стоит себя утешать тем, что, ну, наверное, мне кажется. Сразу же отзеркаливайте. То есть это либо говорите, либо заканчивайте эти отношения, потому что 2025 год очень удобный и подходящий год для того, чтобы закончить старые отношения. Змея скидывает свою старую шкуру, и вы должны скинуть эту старую шкуру, которая уже изжила себя, и скинуть со своего горба тех людей, которые вами пользуются. И не бояться отзеркаливать от себя. И кроме всего прочего, еще и физическое зеркало в этом году. Зеркальные кулоны, зеркальные подвески, зеркальные... Даже можно носить, есть специально такие подвески из серебра, которые отзеркаливают. Вот просто красивые такие, как полированное серебро. Отзеркаливают от вас темные взгляды. И в этом году зеркало обладает особыми способностями. Зеркала тоже делятся на две категории, чтобы вы знали. Холодное зеркало и теплое зеркало. Вы иногда подходите к очень шикарному зеркалу, и вы сами себе не нравитесь. Такое ощущение, что вы какая-то надутая, какая-то непонятная. А есть старенькое зеркало, где вы очень любите смотреть на себя, потому что навсегда вас показывает красавицей. Вот холодное зеркало, оно отдает обратно отрицательные эмоции. И, проходя сквозь ваш мозг, вам кажется, что вы в этом зеркале выглядите не очень. А теплое зеркало, оно дает эмоциональную вот эту теплоту. И вам нравится туда глядеться. Оно вас заряжает лучшими эмоциями на весь день. В некоторых моментах год змеи и год вишапа где-то схожи. Почему? Потому что они братья по крови. Ну, например, в прошлом году смерти молодых женщин было именно рожениц. В этом году смерти молодых женщин это будет нападение серийников и маньяков. Огонь. В прошлом году огонь войны испепелял и сжигал города. В этом году то же самое будет, но здесь чаще будет природный огонь. Вот в этих случаях они одинаковые, есть одинаковые черты. Немножко с какой-то разницей. Но во всем остальном
Имеется в виду в определенных случаях, да, вроде одинаковые вещи произойдут, но, смотрите, немного по-разному будут уходить эти молодые девушки в этом году. Ну, в этом, опять, в 2025 году. Но в остальном змей, он более хладнокровный, чем дракон. Дракон – это кичливое создание. Он любит, когда его видят, он на виду. Он любит видеть себя, свои статуи, свои изображения всюду. Он царственный такой. Змея нет. Змея, наоборот, равнодушна совершенно к своим изображениям, к своим статуям. Она абсолютно не любит показуху. Она правит из-под тишка. Это тот самый серый кардинал. Змея будет выползать из своего укрытия, значит, кидаться, хватать и уходить обратно. А дракон, он летает, он всем виден, он дерется и воюет открыто, в отличие от змеи. Вот почему этот год коварный. Он очень коварный. Поэтому, если вы хотите выжить и разбогатеть, и подняться, и быть неуязвимым, просто следуйте повадкам этой змеи. Замирайте. Резкий бросок. Не сомневайтесь ни в чем. Берите свое, если считаете, что это ваше. И обратно в свое укрытие. В своем мире живите. Особо никого не посвящайте. Случайных людей в вашей жизни не должно быть. Не концентрируйтесь на мелких или на больших неудачах. Потому что оно очень быстро будет проходить и меняться удачей. Постоянно картины будут меняться, как в киноленте. Не концентрируйтесь. Как только какая-то неудача произошла, знайте, что скоро это решится. Скоро, в течение нескольких дней, уже будет удачная полоса. Змея ползет между камнями. Есть и препятствия, есть и острые камни. Но через несколько секунд он уже то есть она уже в другом месте. Змея любит укрытие. Змея хочет, чтобы земля была полна укрытий. Лес. Будет посадка леса. Во всем мире начнется посадка леса. Потому что люди поймут, что эти легкие планеты постепенно засоряются, и без них никуда. Начнется именно посадка леса и во всем мире. Это год леса. Это первое. Значит, цвета в этом году. В 2025 году. Золотой цвет. Прям желто-золотой такой сверкающий цвет. В моду войдут вещи, одежда вся в каменьях. Это год византийского стиля. Византийские ободки в виде корон византийских императоров, даже на кресты похожие. Значит, все модные дома начнут выводить своих манекенов, модниц, или как там, и выводить свою коллекцию одежды. Это барма византийская, которую вы видели у наших царей, батюшек. Вот это такой вот шлейф с камнями. Потом есть, если посмотрите, наберете царица Тамара, у нее это очень хорошо видно, это вся барма. То есть это сверху накидка, зашитая камнями. Вот эта барма войдет в моду, накидка, зашитая камнями. Ободки с этими камнями. Камни разных размеров, знаете, такие причудливые, неровные, как это было в средние века, когда еще не умели гранить камни, и поэтому как могли, так и их как бы закрепляли. И желтый цвет, цвет золота, золотые украшения, золотистая бижутерия, серебро с позолотой, золотые туфли. Это год прям вот безумства золота, золотого цвета. И рекламные щиты золотые, все золотое. Почему? Змея обожает, любит золото. Она охраняет золото.
Она охраняет эти сокровища. И поэтому и сказано, что подружитесь со змеей, и она вам будет приносить это золото и защищать вас, потому что она обвивает своими кольцами вокруг человека, да, и защищает. И на многих гербах изображается змея, и во многих легендах, если, например, вы когда-либо изучали легенды там Востока, есть персидские сказки, армянские сказки, грузинские сказки, когда утром просыпаются, царь, который, значит, на охоту вышел, просыпается, а вот обвела огромная змея их лагерь своими кольцами и требует: приведи мне там своего старшего сына или то есть младшего сына или младшую дочь, оставь у меня, только тогда выпущу. О чем это говорит? О том, что змея любит, когда ей что-то приносят, что-то жертвует. Наша жертва в 2025 году – это наши работы, это наша сила, это наша энергия, наше здоровье. Мы будем отдавать, жертвовать змее, взамен получая все эти блага, которые заслуживаем и которыми она нас, в общем, награждает. Вот мы должны знать, что, еще раз говорю, на авось не надейтесь. Да, ни в одном году не надо особо надеяться на авось, но есть годы, когда просто удачные, хорошие, вот прям получается. В этом году остановитесь, все остановится. Идти вперед, не поддаваться депрессии, всему, что вокруг происходит, хоть мир рушится, вы должны идти вперед. Цивилизация не заканчивается на этом. Она перестраивается, начинается новая эра. Вот почему это происходит. Эра рыб отходит в сторону, эра религии отходит в сторону, приходит эра древних верований. Поэтому будет противоборство, как я вам уже сказала, титаномахия еще впереди. Обувь. Обувь, значит, будет квадратная, такая грубая, то ли скалы какие-то вот с квадратными этими массивными каблуками. Ну, квадратная обувь прям такая выходит, как копыта напоминающие. Значит, далее огненно-красный цвет и черный. И стиль византийский. В этом году начало древних народов. Народы-изгои, народы-выскочки, они будут уходить в историю. Хотя им кажется, что они, окрылились, потому что, начиная с 2020 года, очень сильно им везло, но сейчас змея будет приносить их в жертву. Они как раз пойдут в жертву для того, чтобы вот эта коварная мировая политика получила свое. И я объясню, что будет происходить с каждой страной. Но те страны, которые вот эти кровавые бойни провели и посчитали, что им сошло с рук, эти страны начнут платить. Они уже начали платить, но это еще начало их бед. Время кочевых народов отходит в сторону, приходит время оседлых народов. Далее. Начало великой фильтрации. Это называется или стань сильнее и умнее, или умри. Потому что энергия Земли меняется. И люди, у которых гнилая душа, люди, у которых руки в крови, у которых за жизнь загублено много судеб, неважно, где они, в какой сфере работали, но загублены судьбы, благодаря, так в кавычках, этим людям, эти люди должны закончить свой род, и они закончат. Это гибель детей, это конец семейной жизни, это банкротство и прочее, прочее. Мы с вами переходим в новую цивилизацию, друзья мои. Это начало новой цивилизации. Пройдет еще 100 лет, это не так быстро, этот процесс исторический. Время ускоряется, и очень многое будет меняться в лучшую и в худшую сторону постоянно.
Мы должны быть сильнее, мудрее, чтобы выдержать это давление. Мы с вами выкарабкиваемся, поднимаемся уже постепенно наверх. Это год ожесточенных войн, катастроф, катаклизмов, огромного богатства, начала семейных жизней у многих, смерти молодых девушек, много погибло мужчин, равновесие нарушилось, не все найдут себе пару. Смотрите, как все жестоко устроено, но, к сожалению, оно так. И что делается? Отправляются им души девушек. Поэтому будьте очень осторожны. Это год очень опасный для молодых девушек. Многие лишат своих невест, своих любимых девушек, и больше их не увидят. Легкомыслию нет места. Уже сказала, на авось не надейтесь. Заходите в лифт, мужчина стоит, выходите. Извините, я не поеду. И плевать, что он о вас подумает, что скажет, вы ненормальный, кто вам вообще собирался тебя трогать, не имеет никакого значения. У меня принцип такой, я с мужчинами не поднимаюсь. Поднимитесь, пожалуйста. Очень много раз такое спасло жизнь. Будьте принципиальные. Здесь ничего такого нет. Это ваша воля, ваше желание. Не хочу и все. По ночам не ходите по темным улочкам. Прислушайтесь к земле. В этом году земля будет успокаивать. Многие будут уезжать в селение. Многие просто продадут квартиры или закроют и переедут. Время переселения народов. Многие народы с востока хлынут опять на запад. Многие из городов уйдут в деревни. Время великого переселения народов вот начинается с 2025 года. Меняется очень многое. Меняется энергия Земли, уже сказала, и ваша энергия должна соответствовать этой энергии. Энергия Земли – это чистота, это сила воли, это предки, это корни. Возвращайтесь к корням, потому что змея – это посредник между миром духов и миром людей. И вспоминая свои корни, делая альбом с фотографиями дедушек, бабушек, да даже просто делая какие-то заметки о своем детстве, о своей жизни, вы будете более защищенные в этом году, чем многие другие люди, которые просто плывут по течению. Будь что будет, как будет. Змея любит людей, которые не боятся новизны, осваиваются быстро, но в то же самое время не теряют свои корни, свое прошлое, своих предков. Значит, более подробно о каждой стране будет сказано, естественно, и там еще больше узнаете. Пока общее описание этого года, чтобы вы понимали, что ждать в этом году. Хотите разбогатеть в этом году? Разбогатейте. Хотите ничего не иметь, ничего у вас не будет. Все зависит от вашего желания. Ваше желание будет исполняться. Вот о чем речь. Не останавливайтесь. Вот решили, есть идея, идете вперед. И этот год вам подарит эту удачу. Все остальное, в остальных выпусках я буду стараться снимать. Ну вот, я сняла, собственно говоря. Теперь сейчас посмотрите, сколько ясновидящих резко появится. И в Ютубе, и на разных источниках. Это вам не дано, это не ваше. Я вам хочу сказать, что несколько таких, как вы, много лет воровали. Никого из них сейчас живых нету. Хотите верьте, хотите нет. Ваша жизнь. Если вам нравится рисковать этой жизнью, рискуйте. Желаю всем удачи.